Мне сегодня выпал такой шанс открыть сегодняшнее мероприятие. Немного волнуюсь. А, Немного о себе. Я психолог, эксперт по нейродинамическому восстановлению, нейрообаянию и специалист по психокинезиологии. Еще громче? Хорошо. У нас очень большое международное комьюнити. И наша команда рада приветствовать вас сегодня на нашем мастер-классе. Сегодня будет очень интересно. Ажар вам дальше всего много интересного расскажет и покажет. И я только в самом начале немного расскажу. Автор уникальной методики Дмитрий Рустамович Ягудин. У нас большое международное комьюнити. Он является руководителем и основателем профессионального сообщества психологии тела Ягудин метод, доктором психологических наук, автор книги «Адам и Ева снова вместе», председатель правления Ассоциации выдающихся деятелей науки, культуры, образования и искусства. В 2018 и 2023 году профессор комплементарной медицины и европейского здравоохранения, обладатель премии «Человек дела» за выдающийся вклад в нейропсихологию 2023 года. Что, много говорить не буду. Спрошу просто, кто из вас хотел бы сохранить свою молодость и приумножить свое обаяние, чтобы быть счастливым, успешным и легко в жизни все получать? Отлично. Да, я думаю, ни для кого не секрет, что все мы этого хотим. И на текущий момент существует такой тренд – сделанная красота. Но мы сегодня с вами хотели бы поговорить о красоте истинной. И на самом деле все это есть уже внутри нас, все это заложено, и просто нужно достать изнутри. А знаете ли вы, что всего 7% информации мы с вами воспринимаем вербально? Вот то, что я сейчас говорю, воспринимается всего лишь 7%, учитывая, что я еще не вау-спикер пока. Слышите вы меня совсем немного. То есть остальное вы воспринимаете по моей внешности, по моей мимике, по моей позиции, да, как я стою, как я держусь. Все это воспринимается по невербальным каналам. И, например, если я довольна, если я улыбаюсь, если у меня внутри классное состояние и эмоции, как вы думаете, захочется миру дать мне больше возможностей их проявлять? А если я буду стоять, как принцесса Несмеяна, такая не очень довольная? Да. И миру не захочется давать мне каких-то возможностей. Мир просто подкинет мне столько ситуаций, чтобы внутри меня это состояние как-то утвердилось. Раз уж я такая Несмеяна, держи. Правда? Да. И вот сегодня я передаю слово моей прекрасной коллеге Ажар Затулаева, которая расскажет вам о том, как оставаться красивой, молодой, привлекательной и привлекать в свою жизнь все самое хорошее. У меня теперь 2 микрофона. Всем здравствуйте. Я чуть-чуть громче говорю, чем Вера, потому что у меня чуть-чуть есть больше опыта говорить не со сцены, вещать онлайн. Я рада всех видеть сегодня здесь. Я вижу очень много моих онлайн-студентов, наших клиентов. Я рада вас видеть, приветствовать. И Вера уже немножечко рассказала про нейрообаяние. И все вы знаете, да, что здесь собралось почти более половины мастеров массажа лица. И нам всегда хочется сделать что-то такое, чтобы был вау-эффект для клиентов. Потому что, мы в помогающей профессии, но очень много чего у нас спрятано внутри. То есть то, что внешне мы даже не сможем этого сделать, пока мы не начнем заниматься чуть-чуть собой. Да? Давайте сделаем такую небольшую сонастройку. Мы все знаем, да, о том, что в нашем теле, наше тело — это на самом деле хранитель
всей информации, которая у нас есть, да, которую мы встречаем, которую мы запечатлеваем, да, для себя. И это хранится, частично у нас хранится на лице, частично у нас хранится в теле. Поэтому для того, чтобы у нас сегодня был такой общий вайб, общий настрой, давайте сделаем небольшую такую практику. Закройте, пожалуйста, глаза. Расслабьте свое тело. Почувствуйте свои стопы, которые стоят на земле. Теперь мы поднимаемся от стоп чуть выше. Почувствуйте ваши колени. Почувствуйте ваш таз, который сидит на этом прекрасном стуле или лежит на диване. Почувствуйте свою спину. Попробуйте увидеть, может быть, визуально ваш позвоночник. Почувствуйте свои плечи, свои руки, свою шею, которая держит нашу голову и, соответственно, держит наше лицо. Попробуйте прочувствовать свое лицо, морщинки свои, если они есть, мышцы. Попробуйте найти на своей голове свои уши. Они там есть, это точно. Попробуйте прочувствовать свои волосы, которые очень красиво сейчас не спадают с вашей головы. И вы прекрасны всегда и всюду. Можете открывать глаза, возвращаться в этот зал. Мы немножечко с вами сонастроились для того, чтобы лучше усваивалась информация и чтобы вы лучше понимали то, о чем мы говорим. Все знают, да, меня? Если нет, то я еще раз представлюсь. Ажар Затулаева, я основатель Центра естественного омоложения. В свое время мы первые, кто начал работать с лицом через тело. Почему? Потому что уже тогда, понимая все взаимосвязи, я понимала, что лицо, оно не будет восстанавливаться так, если же не поработать немножечко хотя бы с телом. Автор методики массажной скульптуры «Мануальная коррекция лица», мастер интегративного омоложения через массажные техники, через остеопатические техники, через телесные практики. Да, я такая иногда смотрю, да, что у меня есть там еще. Кинезиолог, психокинезиолог, тренер по дыхательным и телесным практикам. Все это я собирала для того, чтобы больше понимать наше тело, для того, чтобы больше понимать наше лицо. Многие из вас примерно очень долгое время наблюдали за мной, знают, да, что я иногда рассказываю свою историю о том, как я пришла в красоту и вообще как я сейчас пришла в нейрообаяние. Я вам немножечко расскажу. Но многие знают, что у меня папа иглотерапевтом был. И тогда для меня в детстве думаю, как так нажать на одну кнопочку, на одну точечку, и что-то происходит с телом. Что-то происходит там. А если это в совокупности найти несколько точек, то вообще, вау, какой-то эффект с телом происходит. Человек оздоравливается. Ну, на самом деле, изучать иглотерапию, это было очень, на тот момент для меня неприемлемо, потому что это очень долго. Вот. И я пошла немножко другим путем, пошла через массажные техники, пошла через мануальные техники и так далее. И тогда вот, мне кажется, все мастера по массажу лица хотят создавать какое-то чудо, да, для своих клиентов. Скажите, кто это хочет делать, а кто не хочет этого делать. Да? То есть мы все, кто работает с лицом, кто работает с телом, нам хочется по мановению палочки, чтобы все проблемы с лицом, с телом у нас просто растворялись каким-то образом. Но это не всегда получается, потому что почему? Как вы думаете? Потому что есть что-то, что держит и удерживает эту самую морщину на лице. И здесь, наверное, следует сказать о том, что я очень много разных телесных практик. Если кто за моим инстаграмом смотрит, там мы и трясемся, да, и дышим, и очень много что мы делали. И тогда в мою жизнь пришло нейродинамическое восстановление. И я, попробовав однажды, я такой думаю, это что-то нереальное. Я думаю, как это так вообще? Нажать на несколько вот этих волшебных точечек, и с человеком что-то происходит.
И я начала искать, смотреть, кто же это. И тогда я вышла на Дмитрия Ягудина, на его академию. И в Казахстан они на самом деле очень редко приезжают. Я свою первую ступень я получила у Эльмиры. Эльмира — преподаватель Академии Ягудина, она преподаватель в Казахстане. И далее я уже поехала в Москву. Помните, я в Москве, я там одно время у меня сын сказал: «Мама, я вообще на тебя очень сильно обиделся, потому что ты в Москве своей очень долго находишься». Вот. А когда я поехала второй раз, он вообще со мной перестал разговаривать. Вот, это такой немножко отступ. И я закончила тогда все, потому что это было нереально. Вообще нейрообаяние — это что-то такое, что творит просто с человеком очень интересные вещи. Итак, что же такое морщина? Морщина — напряжение в лице, как это связано с эмоцией. То есть мы все знаем, да, у нас есть морщины на лице, которые так и называются. Как они у нас называются? Морщины брезгливости, к примеру, да? Или морщины, мышцы депрессоры, да? То есть они уже говорят о том, что что-то опускается вниз. То есть выглядит это как? Улыбка. Ну, вот такая, да, примерно. Я ее сейчас не могу показать, потому что таких эмоций я стараюсь не испытывать в своей жизни. Мимические мышцы вообще изначально, они созданы были, это как Вера говорила, что мы всего 7% понимаем от слов. А все 90, сколько там, 93, с математикой у меня не так хорошо, 93, да, 93% мы понимаем через жесты, через выражение лица. И именно мимические мышцы, они были созданы для того, чтобы показывать, какую эмоцию мы сейчас испытываем, как мы себя чувствуем. То есть потому что по-другому, ну, как ты, конечно, можешь показать, что тебе страшно, тебе грустно и одиноко своим телом, но больше мы это показываем все равно лицом. И очень многие уже, кто слышит, да, про то, что есть у нас какие-то элементы, которые мы слишком долго храним в своих мышцах. Вообще, если мышцы — это хранилище всех эмоций, потому что без движения, так, это базовые эмоции, ладно, без мышца, да, то есть движение есть жизнь. То есть если мы не двигаемся, мы не выражаем свою эмоцию. То есть мы тогда в состоянии замершем, да? То есть если мы сидим, то у нас нет ни эмоций, ни жизни. Как замершее состояние, да? То есть, ну, слово само за себя говорит. У нас вообще есть базовых 7 эмоций. Это я на самом деле все взяла у Дмитрия Ягудина, чтобы рассказать вам более интересно, потому что он рассказывает, на самом деле, это так потрясающе, но это нужно все это транслировать сейчас здесь. Базовые эмоции у нас есть страх, гнев, радость, презрение, удивление, отвращение и грусть. И представьте, у нас здесь всего 2 более-менее положительных эмоции. А все остальные, они у нас такие как бы не очень положительные. Вот. И как мы это транслируем на лице? На самом деле, когда смотришь, я вот пыталась даже найти для вас картинки, но я все их не нашла. Вот. Как мы транслируем этот же страх, допустим, лицом? Как мы транслируем гнев? То есть гнев — это вообще самое такое, что портит быстро наше лицо. Знаете, помним же, да, мастера по массажу лица у нас, когда сжаты жевательные мышцы, и когда мы испытываем гнев, злость, это все на жевательных мышцах. И от этого уже дальше идут очень такие неприятные изменения на лице, как и носогубные складки в том числе, да? Брыли и так далее. Ну, отвращение и грусть — это такое, что сейчас, ну, как бы оно делает нашу улыбку вниз, да, не вверх. Взаимосвязь нашего лица и нашего тела. То есть мы транслируем в жизнь именно то, что мы проживаем. Вот если же вы, допустим, посмотрите сейчас на своего соседа. Посмотрите на своего соседа. Как вы думаете, что сосед сейчас транслирует своим лицом для вас? Какую эмоцию вы бы считали с лица своего соседа? Угу. Это на самом деле мы можем считать это
и правильно, и неправильно. Почему? Потому что есть еще такое, сейчас чуть-чуть подальше я вам буду говорить об эффекте двойного послания. То есть иногда бывают такие лица, которые как будто бы постоянно грустные. И вот подходишь к нему и говоришь, типа, тебе на самом деле сильно грустно? Он говорит, да нет, я вообще радуюсь. И ты такой думаешь, ну я же вижу по лицу, что тебе грустно. Ну, как бы, как ты можешь, я тебе ртом говорю, что да, я радуюсь, а на самом деле глазки-то грустные. И мы это считываем. То есть мы уже понимаем, что на самом деле то, что транслирует человек лицом, это более правда, да, чем он говорит ртом. Вот, так как 93% мы считываем через невербальные вещи. Ладно, дальше. Как это влияет на нашу жизнь? Да? То есть вообще нейрообаяние это, знаете, про то, как транслировать в жизнь, вот это состояние радости. Вот нет у меня сейчас картинки, простите меня, пожалуйста, потом прочитайте на моей страничке. Когда такое лицо, да, которому хочется что-то давать. Бывают такие лица, которых хочется обрадовать, которых хочется обнять, да, то есть их порадовать хочется. Это такие лица, которые именно транслируют вот это состояние счастья и радости. А есть такие лица, которым буквально недавно у Лены тоже была такая, а тебе во! Да? Ну, как бы есть такие лица, которым не хочется ничего давать. Они потому что, ну, как бы транслируют для нас, ну, там, мне грустно, сделай мне еще грустнее. Или, там, бывает такое, да, пожалей меня, мне очень плохо. И ты понимаешь, что если ты пойдешь и будешь жалеть, ты автоматически впадаешь в это же состояние. И то есть, ну, как бы тебе хочется или радоваться и быть успешным, или сидеть вот здесь. Да, то есть здесь нужно уже как-то, мы уже делаем для себя выбор в пользу какую? То есть в пользу успеха. Да? То есть сейчас это все равно, мы всегда будем транслировать лицом успех. Я вот вчера тоже с девочками, когда мы разговаривали, есть такая у миллионеров, да, то есть очень часто такие поговорки типа, если у тебя 5 друзей миллионеров, то ты неизменно будешь шестым. Либо если у тебя 5 друзей, ну, бомжей, то когда-нибудь ты тоже можешь стать бомжом. Почему? А вот здесь вот эта самая очень интересная теория, я периодически отхожу для того, чтобы у меня, ну, просто компьютер у меня очень далеко. Сейчас я вам... А вот здесь вот как раз будет очень интересная теория про зеркальные нейроны. Это про то, как раз-таки про то, что мы считываем с человека. И почему этот человек шестым может стать миллионером. Потому что он считывает, он не будет с ними там участвовать в каких-то их процессах. Он будет считывать их состояние успеха, и он будет транслировать, это будет вживаться в него. И он будет тоже... Да, в какой-то момент он захочет двигаться туда же, а не в обратную сторону. То есть это вообще зеркальные нейроны, это очень интересная такая теория про то, что мы начинаем с детства считывать с наших родителей. То есть те эмоции, которые наши родители проявляют, то мы невербально все равно будем транслировать потом в жизнь. Ну, у меня ребенок маленький, да, я периодически смотрю за детьми, когда прихожу за ними в садик, и есть дети, которые постоянно улыбаются, а есть дети, которые, ну, они почему-то грустные. То есть, ну, как бы я не знаю сейчас, я не буду оценивать или что-то там говорить, да, то есть, но это про то, что мы как-то транслируем, получается, своим детям. А что мы хотим для них? Мы хотим для них счастья и успех? Ну, тогда их надо обучать не словами, а своими эмоциями и своими впечатлениями. На самом деле Дмитрий Рустамович, он говорит, впечатляйте, да, впечатляйтесь сами
и впечатляйте, ну, он чаще говорит это про женщин и мужчин, да, про то, что женщина, она может напитывать мужчину своими впечатлениями. То есть то, что она транслирует, то он, как бы он и будет впечатляться ее эмоциями. Но это у нас запечатлено все на лице. То есть если нам будет грустно, то, извините меня, я люблю тебя, но мне грустно, да, то есть, ну, как бы, что будет с мужчиной в этот момент. По поводу зеркальных нейронов, это на самом деле очень такая, это глубокая мысль и то, что мы запечатлеваем на своем лице. Смотрите, есть такой момент, остановленные эмоции. Мы все знаем про заблокированные, непрожитые эмоции и так далее, да. Просто приведу вам один такой момент, да, когда маленький ребенок. Есть еще такой момент, что запрещено проживать какие-то эмоции. Слышали когда-нибудь такое? Вот, допустим, маленький ребенок, да, он увидел конфету. И он уже такой идет, ползет к этой конфете, уже руку свою протянул. Смотрите, он руку протянул, он уже сделал какое-то действие. Да? И он уже от радости о том, что он ее уже съест, вот уже его ожидания, да, у него уже выпустились гормоны счастья. Он сейчас вот ее пососет, и она будет такая классная, сладкая. А тут в этот момент подбегает кто-то из взрослых и бьет ему по руке. Нельзя! У тебя будут болеть зубы. Что произошло с ребенком в этот момент? У него его выброшенные гормоны уже остановились, его действие остановилось, и по теории кинезиологии и вот сейчас нейродинамического восстановления это остается где-то у нас в мышце, потому что это был незавершенный акт. То же самое с нашим лицом. К примеру, нам захотелось улыбнуться кому-то, а тут наш мозг начинает говорить, типа, а как он подумает про тебя? И вот эта вот незавершенная улыбка, она где-то остановилась, и здесь вот этот гормон, который выпустился для того, чтобы мы хотели обаять этого мужчину, а обаяние не произошло, потому что у нас какие-то старые страхи вылезли, а что он про нас подумает? И улыбка остановилась. Да, и она как-то вот затормозилась. То есть и вот этот же гормон, и вот эта же эмоция, она застряла в какой-то мышце. Нейрообаяние — это про освобождение, это про освобождение мышц лица. Да? Допустим, нейрообаяние — это про лицо, нейродинамика — это про тело. То есть то, что в теле можно найти очень много заблокированных мышц, и эта эмоция будет высвобождаться. И не нужно про нее говорить, что я там вот в 7 лет, мне было очень плохо. Там, да? Здесь это происходит все тихо, спокойно. А нейрообаяние, оно про... Вы, возможно, видели, да, ролики про то, как у меня на страничке, как двигаются лица. Видели? Я вам сейчас маленькую демонстрацию. В общем, мы пошли чуть-чуть не по плану. Сейчас, может быть, я чуть-чуть вернусь к вам. Я просто хочу показать, как у нас на самом деле может реагировать наше лицо на... Нету. Так, ладно, я его сейчас чуть-чуть попозже, когда у нас будет демонстрация, я найду и вам продемонстрирую его. Как лицо начинает дергаться, да, когда у нас вспоминаются какие-то, даже не вспоминаются, они просто начинают реагировать на раздражение через тесты. Да? То есть это очень интересно, и то, что мы сегодня будем вам показывать, как лицо может... Возможно, оно у нас может задвигаться прямо здесь. Возможно такое? Так. Может быть, мы попробуем тогда выбрать человека и попробуем начать демонстрацию нейрообаяния, как оно работает. Как вы на это смотрите? Давайте несколько... Если есть вопросы у вас по поводу заблокированных эмоций, может быть, есть? Как вам информация, которую я вам сейчас изливала? Высвобождение есть, на самом деле, много очень техник, но для себя я выбрала именно нейрообаяние, потому что с лицом практически ни одна техника не работает.
Только нейрообаяние работает. И это на самом деле, вот оно работает очень мягко и очень глубоко. После этого, знаете, вот я просто немножечко расскажу вам кейсы, что происходило с моими клиентами, которые уже прошли нейрообаяние. И с моими коллегами, которые мы когда обучались в Москве, у нас тогда тоже, как бы мы же на себе все это испытываем. И что происходит в этот момент, в последующем? Для женщин, для мужчин это тоже будет, наверное, очень интересно, для женщин становилось больше подарков. Какие-то подарки приходят от семьи, и ты принимаешь это уже без чувства вины. Да? То есть если раньше, допустим, бывает, что мы не умеем принимать подарки. Ну, по чесноку, да, почти 80% женщин. А зачем? А не надо было, не стоило тебе этого делать. То есть, а здесь ты уже принимаешь такое-то как должное. Спасибо, мне очень приятно. И человеку, на самом деле, становится приятнее и хочется еще больше дарить подарков. Что происходит после нейрообаяния? То есть ты как бы привлекаешь в жизнь вот это вот состояние, что хочется тебя удивлять, хочется тебя порадовать, потому что у тебя на лице уже транслируется то состояние именно удовлетворения жизнью, радостью в жизни. И тебе хочется вот унылому лицу захочется ли подарить какой-то подарок. А человеку, который... Есть такие женщины, которым прям вот реально много подарков дарят. Есть у вас в окружении такие люди? Вот прям им дарят и дарят подарки. И ты такой думаешь, ну я тоже хочу быть такой. Соответственно, здесь нужно чуть-чуть поработать над собой. То есть очень часто есть очень много таких, типа, поработай со своим мышлением. Слышали такое? Хорошо, мышление, да, допустим, мозг и наше тело. То есть как мы будем... Ты хорошо, вот, допустим, ты поменял свое мышление, ты что-то же должен сделать по-другому. То есть здесь уже тело в любом случае будет включаться. Ты должен научиться делать что-то по-другому. А наш мозг, он еще такой, да, мы с мышлением там работаем, он говорит, не-не-не, мы не знаем, что будет, если ты пойдешь с левой ноги. Мы привыкли ходить с правой ноги, поэтому давай по привычному. И мы опять попадаем в это состояние по привычному. То есть мы делаем привычные вещи, мы не делаем уже что-то по-новому. Тогда я сейчас просто немножко про нейродинамику скажу. Нейродинамика, нейрообаяние и нейродинамика — это две сестры. То есть у них принцип очень схож. То есть здесь тело, а здесь лицо. Нейродинамика, она про то, что она начинает разрешать тебе делать что-то по-новому. То есть ты начинаешь думать по-новому и начинаешь действовать по-новому. Здесь вот нейродинамика, она про это. И ты даже можешь даже не вспомнить, что ты раньше делал вот так. То есть для меня раньше выйти на сцену, это я там буду дрожать полчаса в коридоре, а потом только зайду. А сейчас я для вас уже как бы вещаю, да, более получаса, да, или нет? Вот. На самом деле раньше я готовилась бы за неделю. Сейчас я готовлюсь минут за 5. Вот сейчас я начала дрожать. Но это на самом деле это нормальная реакция. То есть мы все как бы это делаем. Но нужно научиться делать что-то по-новому. Когда мы делаем что-то по-новому, тогда и жизнь начинает поворачиваться по-другому. И ты начинаешь замечать совершенно другие вещи в своей жизни. Что раньше я не видела, оказывается, что одуванчики у меня вот такие вот, они всего цветут желтым цветом всего 3-4 дня. Мы думали, что одуванчики, они долго цветут желтым. Да, для меня это были какие-то такие моменты, думаешь, блин, это так классно, что ты замечаешь жизнь. Движение — это жизнь, да, то есть я вот своей маме всегда говорю, мам, нужно двигаться, нужно заниматься спортом. Чем больше ты будешь заниматься спортом, тем больше ты будешь активнее и энергичнее. Потому что мы все знаем, да, что спорт, он, помимо того, что он включает все наши мышцы, а когда наши мышцы включаются, когда у нас волокна начинают двигаться, между ними происходят свои гормональные выбросы, да, то есть вот адреналин, там гормон счастья, когда мы позанимаемся спортом. Это продвижение. Но и, соответственно, все наши мышцы в теле, все наши мышцы на лице, они должны двигаться соответствующие. То есть они просто должны двигаться. Но когда у нас есть какие-то... вот я как занимаюсь лицом, да, у нас есть очень
несколько мышц на лице, которые просто забывают, как им нужно двигаться. Вот мастера по массажу лица, да? Вы помните большая и малая скуловая мышцы, которые отвечают за улыбку? Они очень часто у нас просто забывают, как улыбаться. Вот попробуйте сейчас улыбнуться. Ну, хорошо, ладно, 30. Пусть будет 30. У всех ли получилось с первого раза улыбнуться? Вот такой вопрос. Задрожали ли мышцы вот здесь? Если был хоть маленький тремор, это говорит о том, что большая и малая скуловая мышцы, которые отвечают у нас за улыбку, они не в тонусе, они забыли, как улыбаться. А вот заметили, да, сейчас, когда вы даже вот эти 5 секунд вы просидели с улыбкой на лице, какое состояние у вас внутри поднимается? Приподнятое, да? Приподнятое настроение. А если мы забываем о том, как улыбаться, у нас будет ли приподнятое состояние вообще? Ну, вряд ли, да. Поэтому нейрообаяние, оно про переобучение мышц, оно про включение мышц, и оно про трансляцию радости. Это нам, на самом деле, женщинам, ну и мужчинам тоже очень важно. Вот про двойное послание, да, вроде бы есть улыбка на лице, но глаза грустные, да, то есть что мы тогда считываем? Мы считываем состояние, как будто бы, да, он улыбается, да, ему вроде радостно, но через глаза, да, через выражение лица мы считываем, что это на самом деле грустно. И какое настроение у нас поднимается, когда у нас вот такое вот какое-то двойное послание у людей? То есть мы не будем... Тоже грустно становится, хотя, несмотря на то, что есть улыбка на лице. Этот мастер-класс на самом деле был сделан для того, чтобы мы не грустили, а для того, чтобы мы понимали что-то более интересное и понимали, что нам нужно что-то делать с собой. Одно из таких движений, вот, у кого не получилось улыбнуться, давайте попытка номер 2. И теперь я хочу, чтобы мы посидели с улыбкой, немножко с приоткрытым ртом, хорошо? Да, 10 секунд. А теперь я хочу, чтобы эта практика ушла с вами домой. Утром, пожалуйста, когда вы чистите зубы, хотя бы 10 секунд улыбайтесь самой себе. И не думай там, ох, у тебя опять там глаза кривые, или там нос не такой, или поулыбаться самой себе. И вы будете потихонечку вживлять в свое состояние, в свое лицо более положительные эмоции. Потому что если мы не умеем проживать положительные эмоции, тогда вот из этих 7 базовых эмоций, вспомните, да, то есть про которые я вам сказала, что там 5 негативных и всего 2 более-менее таких нормальных. Одно нейтральное, одно положительное. То есть если мы не умеем проживать одну эмоцию, то мы не будем проживать все эти 7 базовых, потому что они у нас заложены природой. Я надеюсь, что сегодня у нас включится лицо, чтобы вы увидели это воочию, как это происходит, но тем не менее… Есть внутренняя готовность, да, готово ли тело сейчас пойти вот в такую, на самом деле, проработку. Это очень глубоко, очень интимно, да, такой процесс яркий может быть, поэтому… Подходите к девочкам, тестируйтесь. Я пока вам немножко расскажу о нейродинамическом восстановлении. Я являюсь преподавателем, как Ажар говорила, этого направления в Казахстане и по миру онлайн. И когда мы приходим к изменениям, когда мы меняемся на уровне модели поведения, а модель поведения мы можем поменять только тогда, когда меняются рефлексы. Вернемся к рефлекторным нашим историям. Мы на 80% с раннего детства до 3 лет закладываем свои рефлексы и на них живем. Сначала мы рефлекторно реагируем телом, и только потом головой мы осознаем и додумываем, почему мы так поступили. Тело быстрее.
И вся та история про эмоции, которые отражаются на лице, это на самом деле те чувства, которые мы с самого глубокого детства не смогли до конца прожить. Сейчас, да, когда девочки проверят, подходит ли модель у нас для сегодняшней работы, есть ли внутренняя готовность, я буду комментировать этот процесс, который будет вести Ажар. Ажар затронула, что да, нейрообаяние – это связь лица и тела. Наше лицо отражает эмоции, но бывает и так, что то состояние, те чувства, которые есть внутри человека, и те эмоции, которые мы научились с детства проявлять в мир, те, которые нам запрещали или которые нам поднавязали, да, вот говорили там, не смей плакать, улыбайся, там люди чужие приходят, улыбайся. А у ребенка там в душе там грусть, печаль, и у него не формируется правильная модель показывать свои истинные чувства. Голова и тело, они как будто живут отдельно. То есть вообще у нас голова – это сознание, тело – это подсознание, это огромный пласт, который держит в себе не только свои личные истории с момента зачатия, но и истории своих родителей, те эмоции, те переживания, которые они, как говорила Ажар, да, зеркальными клетками впитывают в свое тело. И часто мимика людей очень похожа на мимику родителей. Помимо того, что структурно они похожи, мимика, считанная в детском возрасте, перекладывается, и у человека как будто маска, он живет эмоциями не своими, а эмоциями своих родителей. И эти морщинки, которые у нас у всех с годами появляются, на самом деле закладываются до 3-летнего возраста. Мы зеркально их считали и передаем в мир. Да, мы взрослеем, мы как-то там свою жизнь проживаем, но какие будут у вас морщины, поглядите на своих родителей, это очень похоже. И если с вами были рядом люди близкие, те, которые влияющие на вас, бабушки, дедушки, там, тети, дяди, братья и сестры, это тоже может отразиться, отразиться на лице, и вы не сможете даже тот потенциал, который в вас заложен, проявить лицом. Да? Мы все общаемся невербально, да, девочки тоже об этом говорили, на 93% мы даем информацию в первые секунды. Мы только начали взаимодействовать. Вы приходите, вот как сегодня вы пришли в этот зал, и у вас сразу на бессознательном уровне уже сложилось впечатление о каждом из людей. Этот мне приятен, с этим я не хочу взаимодействовать. И бывает так, что эмоция человека, которого ты видишь напротив себя, она тебя триггерит изнутри. Там какая-то боль показывается, и ты не хочешь с ним взаимодействовать, потому что тебе это тяжело. Бессознательное помнит все травмы, которые вы пережили за свою жизнь, да, за годы своего взросления, за взрослую жизнь. И практически все те, которые сейчас отражены у вас на лице и запечатаны спазмами в теле, вы о них не помните. Помните вы только те истории, которые смогли уже как-то переварить. Да, где-то вроде больно, где-то слезы, где-то что-то, но на самом деле мы в нейродинамике идем в процессе, работаем с ситуациями, пришедшими из детства, перестраиваем психику на движение к цели, работаем одновременно с телом и с психикой.
нейрообаяние это такая подструктура. У нейродинамика — это основная база, у которой есть структуры. Вот нейрообаяние, нейроинтуиция, нейроарт. Есть такие направления. И здесь вот, да, показывает Ажар, как работает лицо, как через тело наконец-то приходит в мозг информация, она считывается, и идут такие сокращения, абреакции. Возвращается чувствительность. Кому-то запретили смеяться. Не обязательно, что это будет негативная эмоция. А кому-то там запрещали там злиться. Да? Вот и он научился лицом держать. Чувства одни испытывает, а лицо умеет держать. Уйдут. Как я себя буду чувствовать, как я буду проявляться в мир, если эти морщинки больше не будут в состоянии спазма. Ушел спазм, ушло состояние психическое, которое держало напряжение. Когда эта морщинка заложилась, первый спазм пошел, да, там есть обязательно история, глубокая история, пришедшая из детства. Сейчас Ажар проводит кинезиологическое тестирование. Морщины, каждая из морщин на лице связана с какой-то историей в теле. И у нас есть мышцы передние, задние по спине, по ногам, глубинные и латеральные. И сейчас она нашла ту самую мышцу, да, вот она в процессе сейчас поиска той мышцы, которая связана именно с этой морщиной. Так бывает, что иногда морщины формируются у человека не из-за того, что есть именно в этой части спазм в лице, а другая абсолютно мышца спазмирована, и за счет нее формируются морщины, ну вот у нее носогубки. Что она сейчас делает? Она находит ту самую историю в теле, которая поможет снять напряжение. Мышца найдена. Посмотрите, как поменялось у Эльвиры дыхание. Да? Тело уже пошло в трансовое состояние. Подергивание есть уже век. И сейчас эта практика базовой ступени называется раздышивание. Что такое раздышивание? Это снятие напряжения с тех мышц, которые были обозначены сейчас в процессе тестирования, через диафрагмы. У нас есть основные диафрагмы в теле, и положив вот так вот таким образом руки, она сейчас помогает перезапустить тело. Диафрагмы держат очень много напряжения, особенно грудобрюшная диафрагма. И как только она начинает раскрываться, понаблюдайте, как меняется паттерн дыхания, насколько глубже оно становится. Понаблюдайте сейчас, да, как она меняется, у нее меняется цвет кожи, дрожат глаза. Пошел такой определенный спазм в пальцах. В этот момент может происходить и такое бурная деятельность ЖКТ, прям так очень слышно это.
бывает. Понаблюдайте, да, вот такие спонтанные абреакции в руках. Постепенно, когда спазмы из тела уходят, рефлекторно сокращаются мышцы. Вот, видите, как рука пошла у нее в движение, пальчики двигаются. Дыхание спускается ниже, в средней части живота сейчас оно. Постепенно пойдет к тазовой области. Есть специальная, да, техника, как держать нужно человека, да. Здесь все очень гораздо глубже, потому что мы говорим о психическом воздействии. Да, то есть мышца — это не просто спазм, там есть эмоция, там есть чувство. И поэтому консультирование в этой истории, оно помогает человеку не просто разгладить морщинку, а разрешить какую-то психоэмоциональную историю, которая держала его вот в таком мимическом паттерне. Периодически идет вот такое движение грудной клетки, если вы понаблюдаете. В этом видео, да, бывает, что прям очень ярко запускается лицо, тело идет в движение, идет такой эмоциональный выплеск. И это индивидуальная особенность каждого человека. Кто-то более ярко в жизни вообще проявляется, у кого-то спазмы сильнее. И это никак не влияет, как лежит человек в процессе, на эффективность. Подсознание самостоятельно выбирает глубину погружения и то, как скидывать напряжение и переводить его в разрешение вот этой задачи, которую поставили для него вот в этой сессии. И от раза к разу, когда человек приходит, тело может реагировать по-разному. То есть в один день оно может не проявляться ярко, человеку переходит в трансовое состояние глубоко, а во второй раз он может пойти там в эмоциональный и телесный глубокий выплеск. Если вы приглядитесь, да, у нее прям идет такое мелкое дрожание во всем лице. Даже кончик носа периодически подергивается. Оттуда, конечно, будет не видно. Потихонечку можно, да, не нарушая процесса, понаблюдать. Это состояние трансовое. И это не гипноз. Да? Гипноз — это когда мы погружаем человека специально в какие-то пространства или в какие-то детские истории, там, в какие-то ресурсные состояния. А трансовое состояние, оно включается самостоятельно. На самом деле трансовое состояние у вас самостоятельно каждый день включается, когда вы вдруг задумались и пропустили остановку. Либо вы разговаривали по телефону, вас отвлекли, вы посмотрели, начали что-то говорить, а рука застыла. Она вот в этом трансовом своем состоянии. И телу нужно это состояние в день, ну, раза 3, 4, 5, для того, чтобы просто перезагрузиться. У нас очень большой поток информации. Сейчас мир такой, да, очень много информации. И телу, чтобы не перегружать себя стрессом, оно скидывает
в транс впадает на несколько секунд, и потом обнуляется, и человек начинает дальше двигаться. Трансовое состояние часто вы можете наблюдать у себя, когда засыпаете. Это такой переход между сном и бодрствованием, да, когда вы вот поймать этот момент, когда я заснул, я не могу, но вот это вот состояние, когда уже прям где-то проваливать начинает, это трансовое. И когда Ажар ее завела в ее внутреннее пространство, показала через тело, как мышца связана с теми морщинами на лице, с которыми она хотела поработать, бессознательное сразу включилось. Вот эта работа с диафрагмами помогла телу пойти в процесс расслабления и глубокий процесс изменений. И да, тот уровень транса, на который она сейчас погрузилась, для нее самый лучший, самый эффективный. Она может быть сейчас в полном сознании всех нас слышать, а работа идет, либо ее выключила глубоко, и она будет думать, очнувшись, будет думать, что она просто поспала. Здесь вопрос такой, очень все индивидуально. У нас есть наша нервная система, и есть люди очень быстрые, сами по себе, они живчики, а есть медлительные. И процесс будет зависеть от того, какой тип нервной системы у человека. У кого-то это может занять 15 минут. Да, работаем с конкретной мышцей. По одной морщине проводится 3 сеанса. Каждый раз она будет глубже и глубже проходить в своей истории. Нет, не за один сеанс, конечно. Здесь работает и психическая история, поэтому это не просто да, помял и вернулась. Здесь процесс глубже. Так как я работаю с лицом, и сейчас мы прям проводим такие сеансы. Сначала делается нейрообаяние, а после этого массаж лица. Там я сейчас вам покажу наш результат. Там с одной процедуры результаты, на самом деле, очень и очень такие, которые неожидаемые. Конечно, для закрепления всех ситуаций и всего остального там требуется у нейрообаяния вообще 3 сессии на 1 запрос, там, на 1 морщину условно. Сейчас то, что мы продемонстрировали, это были техники первой ступени. Базовой ступени. Техники первой ступени, там больше точек, которые мы находим, и мы прям, там прям эмоции, то есть можно прям протестировать по эмоциям, по страхи и так далее, и так далее. То есть здесь более глубже все это работает. Техники базовой ступени, они не менее эффективны. Когда, конечно, я же такой человек, вы же меня знаете, я пока все не соберу в одну кучу, я с Москвы не уехала. Вот, поэтому когда я узнала об этом методе, я такая думаю, Господи, наши все мастера просто должны хотя бы кто-то это уметь делать, помимо меня. Вот, и поэтому мы создали для вас вот такую вот трансляцию, потому что это на самом деле очень, очень интересно и очень глубоко. То есть лицо уже меняется. Угу. Да, что вы хотите? Да, практика очень глубокая, противопоказания есть. Список противопоказаний – это, конечно, очень серьезные заболевания. В первую очередь перенесенные недавно операции, инфаркты, инсульты, и острые какие-то воспалительные состояния. Но на самом деле спектр тех, кому можно, он очень огромный, в принципе. Да, результаты очень яркие могут быть и после первой сессии, но так как мы работаем со структурой глубокой, то, конечно, чтобы глубже зайти и проработать это и в теле, и в лице, нужно 3 сессии. И если вы понаблюдали бы с этой стороны, у нее прям правая рука активно идет в работу, да, ее абреакции правой руки очень яркие. И физически, то есть и морщины не будут возвращаться, потому что когда мы делаем массаж на лицо,
да, все равно через какое-то время из-за того, что мы не меняем свои паттерны поведения, не меняем свое общение, не меняем ничего в своем теле, да, морщины потихоньку все равно наши мышцы, потому что морщины это все равно мышцы, где-то они атрофированы, где-то они более натянуты, и поэтому получается морщина, да, идет компенсаторика такая. И нейрообаяние дает возможность привести вот эту вот всю нить морщин, всю вот эту вот ниточку нашу, да, потому что у нас морщины, которые находятся здесь, они связаны полностью, идут вот так, да, наша задняя часть, вплоть до пяток. Если вы в детстве когда-то кто-то наступал на какую-то, не знаю, ну, грубо говоря, на гвоздь наступил, да, и долго-долго нога заживала, ваше тело начинает компенсировать, то есть вы начинаете меньше ходить, да, на нее наступать. Тело вас компенсирует, немножко вес даст на другую сторону. И так через много-много-много лет вы даже не вспомните, что у вас болела нога, и вы будете лечить, не знаю, там голову, морщины на лбу, но причина всего этого может быть именно в ноге. И нейрообаяние дает возможность поработать именно с причиной. Не, допустим, не убрать боль в шее, которую, да, как обычно убирают остеопаты, кинезиологи, потому что, ну, как болит голова, да, первое это что, шея, ну, максимум, куда могут посмотреть, это в позвоночник, это потолок. Саму причину, да, которая может быть в ноге, не убирает ничего. И вы вот как раз видите, Эльмира держит Эльвиру, и какие реакции, да, идут. Человек в этот момент может не помнить ничего. Ну, то есть могут не приходить никакие ни эмоции, ни воспоминания. Просто идут реакции тела. Оно в высвобождении идет тех зажатых эмоций, ну, которые в основном идут все с детства. Ну, как правило. Вот. У кого-то очень ярко проявляться, кто-то может просто лежать, у него могут двигаться просто глаза, кто-то может просто уснуть, потому что это глубочайшая работа на подсознательном уровне идет. И она, естественно, отражается на нашем лице, да? И в нейрообаянии как раз-таки работа идет вот с морщинами, но все равно на очень глубоком подсознательном уровне. Вышел у нас такой слайд. На лице человека написано все. Все заблокированные, неразрешенные, остановленные эмоции можно увидеть на лице и напрямую работать с ними, разблокируя их, переобучая и тем самым улучшать качество жизни. Когда, ну, допустим, люди, женщины часто пытаются сделать инъекции, сделать пластическую операцию, сделать там что-то со своим лицом, надуть там даже губы. Но что хочет женщина тем самым сделать? Она хочет по-другому выглядеть, она хочет по-другому транслироваться в мир. А по факту очень много статистически у доктора Ягудина, у Дмитрия Рустамовича, у него есть там подкаст, даже когда они разговаривали с пластическим хирургом. То есть по статистике почти 80% операций после этого женщина несчастлива. То есть она перекроила свое лицо, там куча шрамов, но счастья нет. Вот то, что она ожидала, что она сделает себе пластическую операцию, и она будет прям идти, будет чувствовать себя, вау, такого не происходит. Почему? Потому что да, ты переделала свое лицо, но внутренний конфликт, который был в лице, он так и остался. А нейрообаяние, почему это инновационно, да? То есть здесь мы не говорим о том, чтобы там не делайте пластическую операцию. Вычисти немножко свое лицо от своих неразрешенных эмоций, потом можешь пойти и сделать себе операцию. Ты будешь по-другому себя чувствовать. То есть даже те же, почему я говорю массаж лица, он после нейрообаяния по-другому ложится. Даже те же инъекции, ну, как бы сейчас уже, я уже перестала там постоянно, да, перестаньте колоть свое лицо. Нет, ну, хотите, то есть, ну, как бы это же ваше дело. То есть я, например, я отвечаю за свое лицо. Вы отвечаете за свое лицо. Хотите колоться? Колитесь. Хотите резаться? Режьте. Но, то есть как вы хотите себя ощущать? Как вы хотите выйти? Такое, вау, да, и это все возможно. Поэтому
Вот сегодня этот мастер-класс как раз для того, чтобы показать, что может быть совершенно все по-другому, что может. Ну, после этого тоже можно пойти поколоть лицо. Оно будет по-другому даже ляжет. Даже тот же ботокс, он по-другому ляжет. После инъекции делается. Вообще, Дмитрий Рустамович, они тестировали нейрообаяние на людях, которые уже сделали пластические операции. То есть они уже после этого, даже уже сделав пластическую операцию, уже оттуда, когда они вытаскивали из лица эмоции, женщина по-другому себя ощущала. То есть можно и до, и после. Здесь не важно. Ты в любой момент останавливаешь. Ты вот в зеркале такой, опять эта межбровка бесит. Да? Что мы говорим самой себе в зеркало? Ой, опять этот жир на животе. А здесь ты по-другому, ты моя сладкая, моя красавица. Вот так, представляете, как можно себе это говорить каждое утро? Мы говорили с вами о рефлексах, да? Что у нас есть с детства заложенные рефлексы, на них мы двигаемся, у нас рефлекторно сокращаются мышцы на лице. Что мы делаем в нейрообаянии? Это истощаем этот рефлекс, который зажимает мышцу и дает возможность построить новую модель, как я буду лицом транслировать эмоции. То есть лицо становится более живое, более ярко может проявлять истинные эмоции. То есть те, которые спазмы держали в постоянной истории, возвращали на бессознательном уровне в какую-то сложную для него ситуацию, спазм ушел, формируется вот та самая история про радость. Да? Человеку становится легче радоваться, искренне радоваться, а не показывать так, как он привык, как социальная. Мы все носим социальные маски, да, правда. Мы дома такие, с детьми другие, с партнерами третьи, приходим на какие-то мероприятия, мы там держимся совсем по-другому, да, и это нормально, это наши способы защиты. Но есть и такие, которые негативно на нас влияют, не дают показать нам истинную свою харизму, да, свою притягательность. Где-то страшно, где-то так научили. Но вот сейчас у Эльвиры процесс стал поярче, она постанывает, тут мы все громко говорим, ей, конечно, непросто, но она прям умничка, да, она пошла в свой процесс глубоко. И мы заранее никогда не можем знать, как долго будет процесс у клиента, поэтому мы все ждем, наблюдаем, все должно завершиться в какой-то момент, когда посчитает бессознательное нужным. И потом Эльвира с нами поделится своими ощущениями. Нет, у меня были клиенты, но, правда, это было не нейрообаяние, а нейродинамическое восстановление. У меня клиент лежал 3,5 часа, и там видно было по процессу, что я не могу его выдернуть просто так, да. Ну, как бы я все-таки больше со стороны психологии, и у человека была история, которая должна была разрешиться. И это 3,5 часа глубокого трансового состояния, когда человек встал и начал по-другому сразу дышать. То есть его история разрешилась так, что прямо он внешне подрос, и диафрагмы его стали работать по-другому. А, соответственно, ушли спазмы с органов, да, соответственно, кровообращение, там, лимфатическая система будет работать по-другому. Я хотела немножко рассказать про эффект перенаправленного действия, что очень часто, вот, допустим, в массаже, да, то есть массаж мы пытаемся что-то там выровнять, расслабить. То есть массаж имеет место быть. То есть я его тоже очень сильно люблю. Это вообще моя любовь, да.
имеет место быть. Почему? Потому что мы, допустим, можем расслабить мышцу. Ну, то есть она расслабляется здесь, в моменте. Но как только человек идет назад опять в свою жизнь, и опять тот же спазм возвращается. То есть мы его не сможем доработать, даже ту же поясницу там, или, не знаю, шею. Потому что если человек выходит, и он попадает в свое привычное состояние. А после нейрообаяния, после нейродинамики у человека меняется состояние, и он уже, допустим, я, помните, рассказывала как-то про историю про учительницу 50-летним стажем. Я вот так на них посмотрю, и они все разбегаются. И то есть она вот эту вот историю со школы, она перенесла на своих внуков. То есть у нее там 8 внуков, и она просто на них смотрела, и они все разбегались. Это ее привычное состояние так распугивать. Я не знаю, сработало бы это на ней, но в целом это про повторяющиеся действия, которые мы привыкли делать. А возможно, можно улыбкой сказать там: иди в угол, пожалуйста. Как бы будет совершенно другая реакция. Иди в угол, пожалуйста. А знаете, почему вот этот запущенный процесс не возвращается? Старый рефлекс так реагировать мимическими мышцами ушел, сформировался новый, и как любой рефлекс, который заложился с раннего возраста, он так и будет дальше проявляться. Если маленького ребеночка научили кушать с ложечки, он уже никогда не разучится. Однажды, сев на велосипед, вы научились кататься, вы не разучитесь. Здесь мы сформировали для Эльвиры сегодня, заложили процесс формирования нового рефлекса, и она уже вот этими мышцами так реагировать не будет, спазм уйдет, у нее пойдет другая мимика лица, сформируется в ближайшее время у нее. Закрой глаза еще. Я на пару слов попрошу тебя. Ну, изначально, когда я легла, я почувствовала, ну, как я говорила, что у меня носогубкой проблемы, я переживаю за это. Вот, и я чувствовала, как у меня сковывалась жевательная мышца, то есть я прям, ну и вообще я часто чувствую боль в этой части. Это из-за напряжения, из-за того, что я не до конца что-то высказываю в своей жизни. Сейчас я чувствую такое расслабление, какую-то, не знаю, свободу, что ли, легкость. Вот. Чувствовала тремор, потом я все слышала, но понимала, что я где-то нахожусь в другом месте. Вот. И чувствовала, что поднимался какой-то жар. Я вот даже вся вспотела. Потом мне хорошо прям стало. В общем, спасибо вам огромное. Я очень рада. Спасибо. На самом деле, практически, да, на самом деле практически 99,8, допустим, скажем, людей запускаются на этом процессе, и то есть и каждый получает свой телесный опыт. То есть никогда невозможно сравнить, что, допустим, было с Эльвирой, то не будет условно с вами. Да? То есть то, что было со мной, не будет с Эльмирой, к примеру. Да? То есть мы все уникальны, и наш тот телесный опыт, который мы проживаем в сессии, он всегда будет только наш. И он никогда не повторится, и никогда не будет одинаковых реакций. И никогда нельзя ждать, у нее глаза дергались, а у меня не дергаются. Ну, то есть это всегда все индивидуально. Вот. Но процесс запущен, и он всегда даст тот положительный результат. Это девиз, наверное, школы Академии Дмитрия Рустамовича Ягудина. Наша жизнь стремится в сторону нашей самой сильной мысли. То есть то, чего мы на самом деле хотим. Мы можем обманываться, допустим, я хочу особняк там, допустим, на Мальдивах, а по факту ты хочешь просто спокойно жить со своими детьми, и ты на самом деле там, потому что особняк, он может там принести свои какие-то вопросы, да, то есть в частном доме всегда нужно что-то делать, это первое, да, а во-вторых, как бы, на самом деле, может быть, тебе хочется просто квартиру, и не на Мальдивах, а в Астане.
Да, и все равно и твоя жизнь развернется именно так, как ты хочешь. Или там, например, очень часто в Алмату переезжают, да, ну, как бы из других городов. И, да, в Алмате классно, но я так хочу назад. И все равно и что-то сложится в этой жизни так, чтобы ты все равно вернулся туда. Либо ты прорастаешь корнями здесь, там, где ты живешь, либо ты все равно будешь стремиться куда-то в другую сторону. То есть твоя самая сильная мысль, она все равно приведет тебя именно туда. То есть чаще всего женщины: я хочу быть свободной или я хочу быть замужем. То есть что сильнее, свобода или замужество? Ну вот, здесь надо будет посмотреть. Вот. Ну что, у нас был сегодня потрясающий демо-опыт, да, который вы все могли наслаждаться и посмотреть. А теперь мы что? Ну, мы перейдем к самому интересному, да? Розыгрыш призов. Кто готов получить сегодня приз? Елена Викторовна сейчас нам поможет. То есть на самом деле у нас не так много там номерочков. То есть, сегодня мы разыграем. Все честно. Итак, кто хочет вытаскивать? Совесть? Давайте. У нас есть совесть, подождите. Сама себя вытащит, да? Совесть. Итак, мы разыгрываем 3 нейрообаяния. Мы разыгрываем 1 остеопатический массаж лица и 1 скульптурный массаж лица. Я же говорю, что сама себя вытащит. Вытаскиваем. Так, номер, что там, 168? Буряк Оксана. Ну, конечно, саму себе мы всегда. Так, давайте. Итак, мы разыграли нейрообаяние. Первый мы сейчас разыгрываем 3 нейрообаяния, а потом дальше уже у нас по убывающей, да, пойдет остеопластика и скульптурный. Айгуль Бимурзаева. Поздравляем! Вы выиграли нейрообаяние. Теперь скажи, что не пойду учиться. Попова Светлана. Поздравляем. Пересаживайтесь все на тот диван. Пересядьте на первый ряд. Так, давайте. Так, 3 нейрообаяния мы разыграли. Сейчас будет остеопатический массаж лица и скульптурный массаж лица. Кто ж у нас такой счастливчик? Бетенова Айман. Поздравляем. Еще один. Совесть. Асельтен. Поздравляем. Так, ну дальше мы уже будем связываться, потому что нейрообаяние, 1 нейрообаяние делаю я, а 2 нейрообаяния будут делать наши специалисты. Вот. А массажи, все это, естественно, получается у нас в центре, поэтому связывайтесь с Еленой Викторовной. Так, номер телефона, Лен, сразу возьмите тогда. Ну что? Так, нейрообаяние приезжает в августе. Приезжает у нейрообаяния 2 автора. Да, это Дмитрий Рустамович Ягудин и Кюршева Екатерина. Она основатель школы интегративного омоложения и вот одно из направлений нейрообаяния. Они приезжают сюда 14 августа. Будет база, и сразу будет первая ступень. То есть нейрообаяние впервые в Казахстане, на самом деле. И сразу будет проводиться 2 ступени здесь. По вопросам обучения сейчас у нас есть Вера и Инна. И сегодня, кстати, нам Дмитрий Рустамович сказал, что если же вы сегодня бронируете свое место на обучение, то у вас будет 20% скидка. Да? Вот. Завтра уже там 15% скидки.
По всем вопросам Вера, пожалуйста, Вера Салиных, она директор Ягудина Академии. Да. По всем вопросам касательно получения образования в нашем образовательном центре можно обращаться ко мне, к Инне, к Эльмире. Ну, то есть нас здесь много. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, мы на все ответим. Если вы вносите предоплату сегодня, всю сумму вносить не нужно, нужно внести предоплату всего 100 тысяч, у вас скидка 20%. Если вы вносите, получается, только за базу, нейрообаяние база, 459 тысяч стоит основной курс, и скидка, так, со скидкой, где у меня? Покажи, потеряла. Вот. Со скидкой минус 20% это 367 200. Если вы оплачиваете не сегодня, а в ближайшие 2 дня, у вас скидка 10%, 413 тысяч. 5 дней обучения длится. Базовая ступень. Да, они приезжают, на самом деле нейрообаяние привозят сюда впервые. Нейрообаяние следующее будет, наверное, уже в 2025 году. Это такая нечастая история, потому что нужно привести всю команду из Москвы. Это не так просто. Поэтому у вас есть сегодня уникальная возможность. Нет, к сожалению, рассрочки у нас нет. У вас есть уникальная возможность, но вы можете оплатить частями. То есть у нас в августе запускается курс, сейчас вы можете внести предоплату, и оставшуюся сумму можете внести уже в день обучения. Специалистов немного. Да, специалистов сейчас у нас немного. Быть в ряде первых, да, в числе первых — это всегда круто. Это всегда. Ну, ты самая первая, а я говорю в числе первых. И мы всегда помним, да, что мы решаем не только косметологические вопросы, мы решаем в первую очередь моменты состояния. То, что я вам в самом начале говорила, да, зависит от внутреннего состояния человека. Можно улыбаться до бесконечности, но как эта улыбка будет идти изнутри человека. И так нас и воспринимают. Мы меняем здесь не просто наше лицо, мы меняем наше внутреннее состояние, чтобы транслировать в мир радость, счастье, удовольствие. И когда мы идем и транслируем это в мир, мы быстрее и проще все это получаем. Да, конечно. Нет, не требуется. Медицинское образование не требуется. Вы получаете академические знания. Это очень глубокий курс обучения. Дмитрий Рустамович у нас доктор психологических наук. Он даст всю необходимую информацию для того, чтобы вы за 5 дней прошли базовую ступень, и вы в моменте, мало того, что вы проходите обучение, вы в моменте получаете свою личную терапию. Это очень большой плюс, да? Потому что вы в моменте и получаете новый опыт, и получаете новые знания, и получаете инструмент для работы, плюс у вас проходит личная терапия. Во время обучения мы всегда получаем свою личную терапию, приезжаем с обучения. 14 числа будет базовая ступень. 5 дней подряд. Базовая ступень — это то, что сейчас демонстрировала Ажар. Есть еще первая ступень. Ну вы же видели? Вы же видели? Нет. Да, конечно, вам нужна практика. Без практики никуда. Это в любом деле, куда бы вы ни пошли, какую бы профессию вы ни начали менять, да, в любом случае вам нужна будет практика. Есть еще одна ступень нейрообаяния именно. Базовая, и следом будет первая ступень, но их не обязательно. Вы можете пройти просто базу и начать работать, чтобы на самом деле вы очень быстро отобьете все эти вложенные деньги на обучение, потому что таких специалистов мало, это большая редкость и очень эффективная работа. 5 дней. То есть если вы пойдете дальше, это плюс еще 5 дней.
Да. Например. Да. Вас всему научат, вам дадут всю полную информацию. Я же говорю, это академические знания, это не про массаж, это не просто про кинезиологию, это академические знания. Вы получите полную информацию, как вести консультацию. Вот то, что Ажар делала в самом начале, мы не слышали, да, потому что это был диалог между клиентом и терапевтом. Вас обучат абсолютно всему. Да. У вас 80% практики. И сразу это в дело впускаете. Вы сразу друг на друге в парах все это отрабатываете. То есть у нас такая система, что мы не просто даем знания и выпускаем. Вы сразу тут на месте проходите, получаете знания, отрабатываете в парах. Причем парами меняетесь, потому что с разными клиентами всегда по-разному работать. И вы будете в парах меняться для того, чтобы получить навык работы именно с разными людьми. И далее вы получаете еще свою терапию. Да? То есть это вообще очень крутая история. Как, Эльвир, самочувствие? Оно еще будет раскручиваться. Потом поделите, я открою группу, напишите туда ваше состояние через пару дней. Либо скиньте мне лично, а я уже перекину просто, чтобы девочки, кто был здесь, чтобы они послушали, как вы себя ощущаете. Хорошо? Спасибо всем большое за сегодняшнее, за ваше время, что вы уделили, что вы пришли, что мы все побыли вместе, все вместе здесь, поулыбались, пообнимались. Рада была всех видеть. Спасибо вам большое. Давайте мы еще что-нибудь устроим интересное, и мы там тоже потусим, да? Вот просто чуть-чуть недосказанного, да, так голос нормально. То есть мы транслируем, когда состояние свое. Это же не только про морщины. Это про уверенность, которую мы иногда боимся проявить, да, в себе. Это про то, что как я хочу выйти замуж. Молодые девочки, если на лице «не подходи ко мне», то она и никого к себе и не подпустит. Да? Потом о том, как я умею зарабатывать. Если я пришла на собеседование, а сама как зайчик трусю, то мне и сумму никакую не предложат, правильно? То есть это еще и про трансляцию. То есть морда лица наша, да, извините меня, она транслирует то, что мы показываем. И вот это вот настолько глубокий курс, вот эти деньги, которые, ну я просто уже работаю по этой теме, и те деньги, которые мы вкладываем, ну это вообще ничто. Потому что это глубокая работа внутри себя самого, в первую очередь. С каждым клиентом вы учитесь быть сами новыми. Вот. Секундочку.